Всем привет, с вами Тори-чан. Не прошло и недели, как я делала видео о том, что мы переехали в Фукуока, юг Японии, и здесь чаще тайфуны бывают, и они здесь сильнее, как на нас идет огромнейший тайфун, самый сильный за последние 70 лет, как нам сказали, в Японии, который был под названием Нанмадо, его называют. В Японии просто говорят 14-й тайфун. Не знаю, почему 14, наверное, 14 в этом году уже. Поэтому мы сейчас ждем, готовимся к приходу тайфуна. Пока что на улице только дождик, довольно интенсивный, немного ветер. Но от нас тайфун еще довольно далеко, поэтому, да, уже понятно, что он довольно сильный. Вот так вот закрывают окна, железные ставни, чтобы не разбило ничем, если вдруг будет сильный ветер и будет что-то лететь в нашу сторону. Простыми словами, тайфун — это очень-очень сильный ветер и сильный дождь. И главная опасность тайфуна — это то, что может сорвать, допустим, крышу, если очень сильный ветер и дом старый, может машину куда-то сдвинуть сильным ветром, или какие-то мелкие осколки могут летать в воздухе, поэтому это опасно, поэтому мы закрываем окна, чтобы ничто не разбило их. Также опасность в сильном дожде, потому что он может затопить город, может река разлиться из-за сильного дождя. Также горы начинают из-за сильного дождя сползать, поэтому опасно, если вы живете близко к горам или близко к реке, которая может расплыться. И также опасно жить близко у моря, даже если я говорила, что в Фукуока нет цунами, но есть опасность того, что здесь будет из-за тайфуна и сильного ветра очень высокие волны, поэтому все же немного стрёмно жить у моря, хоть и здесь нет цунами, потому что большие волны никто не отменял, но я надеюсь, что мы все же не настолько близко к морю, чтобы до нас волны дошли. В крайнем случае, в самом худшем случае, у нас есть второй этаж, который мы не используем для жизни, но хотя бы будем использовать его для эвакуации. Я надеюсь, до этого не дойдет. Есть несколько вещей, как можно подготовиться к тайфуну. Первое — это вот так вот закрыть железные ставни. Видите, это окно, и оно закрыто железными ставнями, чтобы ничто не влетело в окно, не разбило нам окна, стекла. Это первое и самое важное, пожалуй. Второе — это занести все, что может улететь от сильного ветра, внутрь дома. Третье — это подготовить обувь, можно вот такое в пакеты сложить. Это делается для того, чтобы если вдруг у нас тут затопит наш дом, у нас будет обувь, которую можно взять в пакетике, чтобы она не намочилась, и в ней эвакуироваться. А также советуют набрать ванну, чтобы можно было использовать эту воду для слива унитаза, если вдруг воду отключат. Тайфун тайфуном, но пока у нас есть электричество, которое тоже может отключиться из-за сильного ветра, мы готовим ужин. Сейчас делаю рис и будем делать тако-райсу. Это такое блюдо популярное в Японии, но больше похожее на мексиканское. Первый слой — это рис. Сверху на рис посыпаем капусту мелко порезанную, майонез, мясо. Это тако, мясо, как в такосах, с приправами, авокадо, помидоры. Вот такая вот. Не смотрится очень аппетитно, но очень вкусно. Ощей. Ине. Тайфу но бангохан. キャンプみたいです。なんか泉が昨日言ってたさ、九州の台風ってちょっと東京と違うよね。ね、ちょっと勢いすごいよね。あ、そうなんだ。やっぱり強いんだ。ね、生まれたてほやほやだから。あと海が近いしね。確かに。子供の頃の台風はどんな感じだった？もうこんな感じでまだ締め切って。でも昔ね、なんか停電とか結構あったから、
ろうそくとかつけて、おお。で水も止まった時があったから、みんなでなんか非常食みたいなのあ、食べて、そうなの、やっぱりそんなそうそう、パン食べてとか、そんな感大変だね。じ。いや、でも結構楽しかったけど、ここはまあ子供のね頃だったから、ちょっとなんかイレギュラーな事態が楽しかった。ここで停電しなさそうだよね。そうね。どうだろう、わかんない。ちょっと大きいから被害が。Апдейт. 11 ночи у нас выключили свет. Таки. Впервые в Японии во время тайфуна у меня такое, что выключают свет. Да, юг Японии начинает меня удивлять. О, включился! なんかやらせみたいな。Это уже третий раз он включается и выключается. Парень. Доброе утро, уже 8 утра. Как видите, дождя нет, и уже даже нет ветра, как будто так распогодилось. Это не конец тайфуна. Некоторые люди думают, что все, раз дождя нет, уже все прошло, и можно гулять на улице, но в реальности мы сейчас находимся в середине тайфуна, прямо в самом сердце его, поэтому здесь тихо, спокойно, нет ветра и дождя, и даже может иногда солнышко выглянуть. Поэтому, да, еще не будем расслабляться. Я вышла просто видео снять, сразу иду домой сейчас назад, никуда выходить не собираюсь. И где-то до 3 дня у нас будет тайфун, снова сильный ветер, дождь, так что надеюсь, что все закончится хорошо. Немного ветер усилился. Она поднялась, по-моему. Изами решила еще утром наши стекла немного обезопасить. Изами вырос на юге Японии, у них часто тайфуны, чаще, чем в Токио, поэтому он просто профи в плане подготовки. Я только стою и видео снимаю в шоке. А, вот так это делается, понятно. Стекла на 2 этаже, которые без железных ставней, он даже вот так заклеил. Тайфун продолжается, поэтому самое лучшее, что можно делать во время тайфуна, пока есть электричество, это готовить. Изами кё нани цукуру но? Макара чикин цукуримасу. Умакара чикин? 非常食。非常食って言いますか？普通に食べたいやつなんでしょう。Как вкусно пахнет. Приятного аппетита. Приятного аппетита. О, 最初は弱気に肉を食ってこういう時にしかできない。確かに。私は食べるものないんだね。一回揚げ焼きにして油多めで揚げ焼きにして、その後照り焼きソースみたいなやつで煮込みます。いえ、ダブル。ダブル。美味しそうと言いたいところですが。味はわかります。豆腐でも食べてください。豆腐食べるか。仕上げします。仕上げ。どんな感じ？でも入りきるかな。これで400円。そう、安いでしょ。安いね。びっくりする。地元で作ってるからね。地元の食べ物って素晴らしいね。素晴らしいですよ。すごい。なんか
ちょっとゴロゴロい。デリカシーのデリカシーのデリカシーない。はい。何が入ってるんですか、このソース。これはね、砂糖、醤油、みりん、日本酒、あとはニンニクと、それではいいかな。なんか、ニンニク甘い照り焼きみたいな。焼き上がりました。これは3回目なんじゃない、焼くの。そうね。一回焼いて、上に油塗って、もう一回焼く。Сейчас уже почти 5 вечера, все еще сильный ветер, как можете слышать, но это уже конец тайфуна, он уже ушел наверх от нас, и, к счастью, вроде как ничто не пострадало, по крайней мере в нашем саду все деревья даже не упали, меня это радует. В парке деревьям пообламывала ветки и поразбрасывала мусор, к сожалению. Соня собирает мусор после тайфуна. Но Фукуока повезло, и тайфун обошел нас стороной, поэтому именно в нашей местности нет каких-то серьезных последствий тайфуна, к счастью. Но, к сожалению, более южная часть Японии, где тайфун образуется, он там и сильнее, и там больше мелких островов, поэтому в тех частях Японии обычно тайфуны очень опасные, и нужно всегда быть начеку. И даже в нашей местности есть все же вероятность того, что будут очень сильные волны и поднимется уровень моря, так что это будет опасно даже там, где мы живем. Вот такая у нас рутина в осенний сезон в Японии, когда меняется температура и становится прохладнее. У нас часто тайфуны в этот сезон, и я надеюсь, что это последний в этом году. Поэтому, к счастью, в этот раз тайфун нас обошел стороной. Всем спасибо за комментарии и беспокойство. У нас все хорошо. Увидимся еще. Всем пока.